Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целого северо-восточного региона, куда входят, напомню, друзья, 4 крупных областных города-центра. Это город Харьков, город Суммы, конечно же, город Чернигов и что там у нас вылетело из головы, и еще какой-то, в общем, старенький стал, забываю, да, еще какой-то большой областной центр, Полтава называется, вот, вспомнил. Ну и, конечно же, поговорим с цифрами о процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Alim Consulting. И что, друзья, сразу же могу сказать, что ну, вот, люди сошли с ума, наверное, поэтому и мир сошел с ума. А рынок недвижимости является одним из сегментов украинской экономики, который тоже сошел с ума. Я о прифронтовых городах, которые показывают динамику роста стоимости квадратного метра. Это город Суммы, город Харьков с какого-то перепугу, не знаю. Но город Полтава, понятно, что это более центральное Украине. Ну, в общем, разберемся по порядку, что произошло с недвижимостью. В конце видео подведем итоги с цифрами и сделаем прогнозы краткосрочные, что будет с недвижимостью до конца второго квартала 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Постараемся вместе с вами проговорить, обсудить все процессы, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона. Итак, друзья, перед вами карта северо-восточной части Украины, куда входят 4 крупных города, областных центра: Чернигов, Суммы, Харьков, Полтава. Ну, давайте начнем. 3 усравнения будет в начале видео. Колебательные процессы будем отслеживать длиною в 1 месяц, то есть будем сравнивать апрель с маем месяцем. Итак, начнем с города Чернигова, начнем с карты. Вот эта карта с северо-восточной части Украины. И под каждым городом мы видим, это называется легенда карты. То есть это сводные такие данные. Ну, так, чтобы не сильно вы, так сказать, напрягались по поводу цифр, хочу напомнить вам такого персонажа известного, Шерлок Холмс, вспомните, человек занимался расследованиями преступлений, и он в своих расследованиях применял метод, который называется дедукция. Это научный метод. Я же в своих уже не расследованиях, а исследованиях, я занимаюсь наукой, применяю также данный метод, который сейчас вам демонстрирую. Кратко об данном методе. Ну, Шерлок Холмс его применял так, чтобы совсем было просто. Он от общего переходил уже к частному. То есть сначала он видел место преступления, общую картинку, а потом собирал, так сказать, в пазлы мотивы, кому это было выгодно, ну и так далее. Да? Вот я примерно иду вот таким же путем, то есть показываю вам сейчас сводные данные, что произошло с недвижимостью целого региона, то есть общую картинку показываю, чтобы вам было понятно, что с рынком недвижимости. Итак, друзья, начнем с города Чернигова. Количество предложений, которые мы зафиксировали, я и компания Alim Consulting с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть патент и, естественно, авторское право, работаем с большими цифрами. Количество предложений выставленных квартир на продажу, это первичный, вторичный рынок в городе Чернигове, достигло 9100 объектов жилой недвижимости только за май месяц. Соответственно, вы можете себе представить, какой большой объем работы делает за человека программное обеспечение. То есть это абсолютно репрезентативная выборка. Больше того, она однородная, так как она делится на классы и на сегменты. То есть данная возможность позволяет мне, или данный, опять же, научный метод классификации позволяет мне максимально, так сказать, вот эту убрать статистическую ошибку. Почему? Потому что я работаю с большими цифрами. И на примере выборки, которая 9100, мы видим это, что называется, воочию. Традиционно не стоимость, а активность рынка, это предложение растет
в городе Чернигове на 2,2% больше, чем это было в, естественно, апреле месяце. Желающих продать больше, чем желающих купить. Ну, это, естественно, состояние, так сказать, людей. Дальше переходим к социальному жилью. Это стоимостные показатели, которые показывают нам снижение минус 0,40%. Класс социальное жилье в январе, что-то мне в январе уже потянуло, в мае месяце 2026 года. Итак, друзья, напомню вам, что город Чернигов весь 2025 год показывал динамику роста, причем не только по жилой недвижимости, но и по коммерческой недвижимости. С какого-то перепуга. Потом мы поговорим о географической особенности Черниговской области и города Чернигова. И я год назад, друзья, говорил, что ну, это ненормальное поведение. Я понимаю, что люди там, наверное, как оно называется, все подвержены психозу, да, и хотят продать свою дороже квартиру, там, и недвижимость в целом. Но этому должно быть экономические какие-то, так сказать, ну, мотивы, поведенческая характеристика человека, который продает и покупает, она совершенно разная. И когда никто не покупает, а ты пытаешься продать по максимально дорогой цене, то тут вопрос, в общем, все ли нормально у вас, так сказать, восприятие мира. Прифронтовой город, еще раз, Чернигов. Но 2025 год закончился, 2026 год начался с того, что город Чернигов начал показывать нам снижение стоимости квадратного метра по всем сегментам рынка недвижимости практически. Ну, дальше будем говорить о суммах, которые там тоже сейчас рынок недвижимости что-то вытворяет. Итак, дальше эконом-комфорт, бизнес-класс. Это также вторичный рынок, снижение минус 0,32% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим тоже отрицательную динамику снижения минус 0,23%. Ну и первичный рынок комфорт, бизнес-класс показал нам динамику роста плюс 0,27%. Напомню вам, что это всего лишь колебательные процессы, но город Чернигов в целом показывает практически по всем классам и по всем сегментам с января месяца снижение стоимости квадратного метра. То есть, если мы полгода закроем отрицательной динамикой снижения, то мы можем констатировать, что следующие полгода с большей вероятностью, это называется тенденции, будут происходить также, линия тренда будет отрицательная, то есть мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Переходим, друзья, в город Суммы. Ну вот здесь то, что я вначале называл, люди сошли с ума, мир сошел с ума. Понятно, что рынок недвижимости тоже начинает так себя вести абсолютно неадекватно. Почему я это утверждаю? Потому что весь 2025 год стоимость в городе Суммы жилой недвижимости и коммерческой медленно и уверенно показывала динамику снижения, и это соответствует действительности. То есть, ну, в прифронтовой город, друзья, напомню вам, что уже ствольная артиллерия обстреливает город Суммы. То есть, это 30 километров до города стоят войска Российской Федерации. И вот смотрите, 2026 год начался с того, что я с удивлением увидел, что статистика показывает нам незначительную, но динамику роста стоимости квадратного метра в городе Суммы. Ну, с какого это перепуга? Вот, ну, правда, я не могу это объяснить, то есть это всеобщий какой-то, наверное, психоз. Ну, не может вести себя так рынок недвижимости. Почему? Объясню дальше, досмотрите до конца видео. Почему я считаю, что не может себя так вести рынок недвижимости. Итак, население 264 тысячи, довоенное. Друзья, кто живет в Сумах? Я знаю, что меня смотрят из города Суммы, но я так думаю, что там 150 тысяч сейчас осталось. И визуально, конечно, вы можете это определить. Напишите, мне это очень интересно. Я всегда прошу людей, когда делаю обзоры по тому или иному населенному пункту или городу, написать, сколько вот визуально больше людей, чем до войны, или меньше. Если мы можем предположить, что людей стало, как я уже сказал, 150 тысяч, то ну, кому тогда нужны эти квартиры? Я не понимаю. Хотя на этот вопрос есть ответ. В плане аренды, там аренда растет за счет того, что практически город Суммы на сегодняшний день превратился в оборонительный рубеж, где офицерский состав, это вооруженные силы Украины, они живут на квартирах, снимают эти квартиры, соответственно, платят за аренду. Ну и в целях логистики вся, так сказать, как она называется, промышленная
недвижимость, да, переориентирована на ремонт техники военной, там, собирает, возможно, какие-то летательные аппараты, ну и так далее. То есть военно-промышленный комплекс, и люди, естественно, которые там работают, они тоже в казармах жить не будут. То есть они рассредоточены по всем суммам и, так сказать, снимают недвижимость в аренду. Но так, чтобы там кто-то покупал, это безумие. А мы сейчас говорим именно о том, что стоимость квадратного метра предложений растет. Итак, начинаем с количества предложений. Еще раз напомню, квартиры выставлены для продажи, город Суммы, май месяц, 6700 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Рост плюс 2,4% по активности, то есть больше желающих продать, чем купить, сравнивая май месяц с апрелем месяцем. Социальное жилье, друзья, выросло за один месяц. Только подумайте, Суммы, 30 километров Российской Федерации войска, ствольная артиллерия расстреливает жилые массивы, плюс 1,08%. Друзья, это колебательные процессы, еще раз повторюсь, но эти колебательные процессы, вот уже пятый месяц мы видим, как стоимость растет в Суммах. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, также вторичный рынок. Рост 1,03% за месяц. Безумие. Переходя к первичному рынку, мы видим, что первичный рынок также растет, 1,24% это по предложениям на рынке первичном. Ну и переходя, конечно же, к первичному рынку комфорт бизнес-класс, мы видим также положительную динамику роста, плюс 0,73%. Если вы посмотрите по росту стоимости, город Сумы переплюнул все города, которые входят в северо-восточную часть Украины, то есть в северо-восточный регион. Ну да, интересно. Вот такой, как бы я не заангажированный человек, мне цифры подгонять под заказчика не надо, то есть я работаю с большими и цифрами, еще раз напомню, когда выборка огромна, и я вижу, что положительная динамика роста, то я задаю себе вопросы, на которые пока не могу ответить. Итак, переходим к городу Харькову. Ну, город Харьков, друзья, тоже традиционно весь 2025 год показывал динамику роста. Также и на сегодняшний день, друзья, город Харьков, это май месяц 2026 года, показал по всем сегментам и классам рынка недвижимости динамику незначительную, но все же роста. Итак, начнем с населения. 1419, 1000, прошу прощения, 1 419 000. Это почти 1,5 миллиона до войны было. Сколько сейчас живет, напишите, пожалуйста. Я думаю, что если миллион остался, то это хорошо. Дальше, друзья, количество предложений на рынке. 37 800 объектов жилой недвижимости, что на 0,8% больше активность по предложениям в мае, чем в апреле месяце. Ну и переходя к социальному жилью, друзья, мы видим, что оно выросло на 0,34% за месяц. Аренда социального жилья в целом по городу, сравниваем здесь только это долгосрочная аренда, декабрь 2025 год с мартом 2026 года, видим тоже рост 1,33%. Но по аренде все прифронтовые города, друзья, показали нам динамику роста. Абсолютно. Вот кто мне смотрит, я это подтверждаю. То есть это и в Чернигове повысилась аренда, и в Сумах повысилась аренда. Я вам рассказал, почему она повышается. И мне, кстати, об этом же пишут мои друзья-подписчики. В Харькове та же самая история, аренда растет именно в силу того, что люди, работающие в ВПК и офицерский состав, они снимают, не сидят в казармах, а именно снимают квартиры. А так как это прифронтовой город, то там много таких людей. Поэтому, ну вот почему недвижимость по предложениям растет, люди пытаются продать ее по нерыночной цене, для меня это загадка. Итак, эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья. Это вторичный рынок, снижение минус 0,14%. Это первые такие вот звоночки на протяжении апреля месяца и мая месяца. Мы видим, как данный класс рынка недвижимости начал показывать нам отрицательную динамику, снижение стоимости квадратного метра. Все остальные классы рынка недвижимости, сегменты пока показывают динамику роста. Переходя к первичному рынку недвижимости, мы видим, что он вырос по стоимости на 0,36%. Это квартиры эконом-класса. Первичный рынок комфорт, бизнес-класс также вырос на 0,55% всего лишь за месяц. Ну, на 0,5% прифронтовой город. Ничего себе, да? Хорошая история.
И первичный рынок элитный класс, также рост плюс 0,28% за месяц, город Харьков. Подводя итоги, друзья, я буду говорить о прогнозах, когда еще. Все-таки мы видим, что один из сегментов показывает нам снижение стоимости квадратного метра, это вторичный рынок, и, возможно, это первые звоночки для безумцев, которые выставляют на продажу свою недвижимость по совершенно заоблачным каким-то стоимости, то есть нереальная стоимость, нереальная рыночная стоимость, и люди, наверное, должны это понимать. Но это так, мысли, так сказать, вслух. Ну и переходя к населенному пункту, большой областной город Полтава, который я в начале видео почему-то забыл вспомнить, да, ну вспомнил потом, говорит нам о том, что население довоенное 284 тысячи. И на сегодняшний день, друзья, я думаю, что здесь население как раз увеличилось, наверное, до 300 тысяч. Почему? Потому что география данного города говорит нам о том, что со всех прифронтовых, а вот это мы видим все прифронтовые области, здесь порядка 1200 километров с Российской Федерацией, так сказать, это граница, а теперь линия фронта практически, да. Понятно, что люди съезжаются в город, где более удален от линии фронта. Здесь, кстати, бюджетное жилье для аренды, хотя оно тоже, естественно, подорожало. Ну а сейчас мы говорим о предложениях. Квартиры выставлены для продажи. Ну, во-первых, население, я говорю, что 300 тысяч, наверное. Напишите, друзья, кто в Полтаве живет, соответствует ли это действительности. Визуально вы можете определить, больше, чем до войны или меньше стало. Дальше. Количество предложений. 9850 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Рост по активности 1,5%, то есть желающих, опять же, продать больше, чем желающих купить. Социальное жилье, вторичный рынок подорожало на 0,83%, эконом-комфорт, бизнес-класс подорожал на 0,73%, и первичный рынок недвижимости города Полтавы, квартиры эконом-класса, также показывают нам динамику роста за месяц плюс 0,47%. Первичный рынок квартиры комфорт, бизнес-класс, динамика роста за месяц плюс 0,57%. Друзья, подвожу итоги по городу Полтава. Здесь рынок недвижимости себя ведет адекватно. Я уже говорил, почему. Здесь, в принципе, можем предполагать, это всего лишь моя, так сказать, гипотеза, потому что миграционные потоки идут через Полтаву. Это самый близкий город к центральной части Украины. И именно, возможно, это вызывает и вот эту динамику незначительного роста по всем сегментам рынка недвижимости города Полтава. Итак, давайте подведем итоги. Вот здесь по целому региону период сравнения май 2026 год с апрелем 2026 года сравниваем. Ну, давайте я как бы проговорю очень быстро. Харьков, друзья, 590 это на примере класс социальное жилье. 590 долларов стоимость квадратного метра. За месяц незначительную динамику роста плюс 0,34%, индекс положительный, единичка 0,03. Город Полтава, друзья, внимание, 608 долларов за квадратный метр. Впервые в 2026 году с января месяца Полтава стала уверенно опережать по стоимости город Харьков. Мы это видим воочию. То есть никогда такого не было. Город Полтава всегда стоимость квартир была всех классов, причем и как на первичном, так и на вторичном рынке всегда было дешевле, чем в городе Харькове. Сейчас мы видим, что город Полтава является лидером по стоимости квадратного метра и по дороговизне в целом северо-восточном регионе. И по росту видим, что за месяц плюс 0,83%, то есть это абсолютный лидер получается. Индекс единичка положительный, запятая 0,08. Город Чернигов, друзья, 493 доллара за квадратный метр. И на протяжении уже 5 месяцев город Чернигов показывает нам динамику незначительного снижения, минус 0,40%. Хотя в 2025 году, целый 2025 год рост стоимости в городе Чернигове мы наблюдали.
Единственный город на сегодняшний день, да, в целом регионе, который показал нам отрицательную динамику, индекс отрицательный 0,996. Ну и город Суммы 469 долларов за квадратный метр и рост за месяц плюс 0,43%, индекс положительный, единичка 0,04. Подводя итоги, вот это красное, друзья, шрифтом я пометил, это среднее арифметическое число в целом стоимости квадратного метра по региону. Как считается среднее арифметическое число, друзья, вы знаете. Так вот, видим, что по региону стоимость квадратного метра выросла на 0,33%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Ну вот это то, что я говорил, мир сошел с ума, люди, наверное, тоже. Ну и, соответственно, рынок недвижимости, там же люди живут, показывает нам какую-то совершенно фантастическую динамику роста. Следующий, друзья, слайд. Он последний уже. Здесь мы подводим итоги, что произошло с недвижимостью за год. Вверху осталась та же самая картинка, карта, да, я здесь ничего не менял, чтобы у вас все пазлы в голове сложились. Здесь мы говорим о колебательных процессах на этой картинке, и повторяться не буду. А вот внизу уже о тенденциях, трендах длиною в 1 год. Давайте опять на примере социального жилья разберемся. Период сравнения май 2026 год с маем 2025 года. Город Харьков 590 долларов за квадратный метр за год. Внимание, друзья, ну год не календарный, а видим, да, сравниваем май 2026 года с маем 2025 года. Видим рост на 4,06%. Безумие. Индекс положительный, единичка, запятая 0,41. Город Полтава, друзья, видим, что 608 долларов за квадратный метр, рост 7,04%. То есть город Полтава по росту стоимости квадратного метра, в общем-то, стал лидером за год. Другой вопрос, друзья, там квартиры не покупаются. Ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Чернигове, ни в Сумах я делал уже обзор рынка недвижимости по официальной статистике Минюста. А вот стоимость растет, вот, безумие, поэтому я называю это безумием. Индекс положительный, единичка, запятая 0,70. Город Чернигов, друзья, 493 доллара за квадратный метр и за год показал динамику роста 2,92%. Индекс положительный, единичка 0,29. Ну и город Суммы 469 долларов за квадратный метр и за год динамика роста всего лишь 1,08%. Индекс положительный, единичка 0,11. Друзья, ну в целом по региону, опять же, мы видим, что недвижимость на примере класса социальное жилье подорожала на 3,95% в годовом измерении. Индекс положительный, единичка, запятая 0,39. Друзья, немного саморекламы, буквально несколько минут. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении многих лет, больше 10 лет, готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков. Также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Он считается достаточно просто, если у вас есть, друзья, что правильно, статистические данные. На примере целого региона показываю, как мы считаем, я считаю индекс. 540 делю на 520, получаю рост в годовом измерении по целому региону 3,95%. И положительный индекс единичка, запятая 0,39. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление по рискам, по риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому синергия вот этих наших знаний, она поможет и вам развивать ваш сложный бизнес, ну и, конечно же, мне заниматься наукой и также развиваться вместе с компанией Олимп Консалтинг. Для того, чтобы меня найти, можете в описании канала найти мой Viber телефончик, там есть и киевстаровский, кипрский есть телефон. Созвониться можем, списаться, и я и компания Олимп Консалтинг будем готовить
для вас ежеквартальные, естественно, исследования рынка недвижимости по всем, так сказать, сегментам рынка недвижимости, по всем классам, под которые ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. Для этого мы составим техническое задание, согласуем вместе с вами, и вы будете видеть, как меняется, вы знаете, как меняются деньги во времени, и будете видеть на основании исследования, которые ежеквартально будем вам предоставлять, как меняется стоимость вот этой самой недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. Или растет, или снижается стоимость, я имею в виду. Итак, друзья, я немного отвлекся саморекламой. Запомнили на 4% рост в целом по региону. Ну а теперь давайте перейдем к прогнозам. Друзья, ну о прогнозах давайте я, как оно называется, расскажу вам о методологии очень быстро, чтобы вы понимали, что я не гадаю на кофейной гуще. В качестве методологии я применяю, друзья, метод многофакторного анализа. Что такое метод многофакторного анализа, друзья? Это когда я смотрю не через призму, так сказать, только цифр на рынок недвижимости, именно статистических данных, что произошло с недвижимостью, а еще и смотрю через призму макроэкономических показателей, они называются еще индексы, которые характеризуют развитие экономики. В целом, по Харьковской области, это открытые данные есть, называется внутренний региональный продукт. Также по Сумской области, по Черниговской, ну и так далее, по Полтавской. Друзья, смею вас заверить, можете перепроверить, что там все очень плохо с макроэкономическими показателями. Экономика разрушена, друзья. Но вот это, я говорю не голословно, то есть служба статистики Украины об этом цифрами показывает, если мы сравниваем довоенный период с сегодняшним периодом. Все, кроме ВПК ничего не работает. Поэтому я совершенно точно понимаю, в разрушенной экономике, а рынок недвижимости является сегментом этой самой разрушенной экономики, не может стоимость квадратного метра расти. Рынок недвижимости характеризуется также вот этими стоимостными индексами. Ну, в простонародье это или растет стоимость квадратного метра, или снижается. Я об этом вам уже показывал. Так вот, я все-таки предполагаю, что мы увидим, месяц остался, я записываю 15-го, или какое сегодня? Нет, 19-го уже, надо же, как быстро время идет. То есть осталось почти 2 недели. Что произойдет с рынком недвижимости, несложно угадать. То есть мы будем видеть динамику незначительного все-таки роста по Харькову, потому что ну, не бывает так, что линия тренда, она зарождается, и мы видим целых полгода, как, так сказать, вот эти процессы формируются. Сейчас линия тренда на повышение, то есть все-таки я предполагаю, что Харьков будет расти по 0,5%, город Суммы будет расти по 0,5%, хотя, еще раз говорю, это абсолютно безумие. Город Чернигов будет показывать снижение 0,5%. Ну, в целом, ну, город Полтава тоже рос по 0,5% в месяц. То есть, сравнивая уже второй квартал, это июнь 2026 года с июнем 2025 года, мы будем видеть, что в целом по региону стоимость вырастет, ну, 4 целых, может быть, там 0,10%. То есть, ну, прибавьте, да, сейчас почти 4, ну, 3 целых, там, с половиной, да, 3,5% роста в целом по региону, то ну, будет где-то вот 4% в годовом измерении, плюс-минус где-то так. Но, друзья, в любом случае, еще раз повторяюсь, это мои предположения, и я также говорю о том, что это совершенно неадекватное поведение рынка недвижимости. Рано или поздно это все, друзья, закончится, и закончится это очень плохо. Я за свою взрослую жизнь уже переживал 3 таких серьезных, причем всемирных, так сказать, кризисов, которые начинались, как правило, с рынка недвижимости. То есть это финансовые вот эти кризисы, да, они, как правило, начинались, ну, сейчас не буду об этом говорить, у меня много видео записано. Поэтому ждем, наблюдаем, так сказать, что будет дальше происходить с рынком недвижимости. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать?
правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео, пишите комментарии, задавайте мне вопросы, с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, ставьте лайки видео или дизлайки и обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих моих, друзья, видео.